привет, дорогие друзья! Уныние и страх. Эти состояния, в которые человек сам себя вгоняет своими мыслями и очень часто не видит выхода из этой ситуации, тем самым еще больше себя погружая на низ вибраций, где существует более высокая вероятность подключения к нему более темных субстанций, которые впоследствии будут всегда подпитываться от человека его состоянием, все больше и больше привнося в его жизнь данных ситуаций, в которых они могут подпитаться, усугубляя его положение в жизни и его транслируемых мыслей. Это как с подключением к тому или иному эгрегору. Когда вы в нем, мир видится определенным образом, вроде бы все хорошо. Но только наложена призма данного эгрегора на ваше видение реальности. Уныние заставляет человека поверить в безысходность ситуации, которая в свою очередь вызывает страх перемен, погружая в бездействие. Это всего лишь один из шаблонов восприятия реальности, который далек от созидания, впоследствии фиксирует человека на плоскости мышления, где все дается с большим трудом, а это в свою очередь приводит к тому, что человек отказывается принимать в свою жизнь Творца, поскольку с вибрациями Создателя внутри себя человек точно знает, что все происходящее с ним идет только на пользу, открывая новые возможности. Таким образом, получается, что человек, находящийся в унынии, привлекает страх. И наоборот, когда проявляется страх чего-либо, он погружается в уныние, что сказывается на реакциях и действиях человека. Все действия будут исходить с точки зрения опасности, ведь нет уверенности в том, что все получится, так как нет Бога внутри. Фиксация человека на этом уровне позволяет воздействовать на мир только материальным образом. Задумайтесь. Воздействие материи на материю. Какие энергии он воспроизводит в таком случае? Какие мысли он прокручивает в голове? Они будут похожи на те, которые держат жесткой хваткой вашу реальность. Нужно это, чтобы было то. Нужно то, чтобы получилось это, и так далее и тому подобное. Я жил долгое время в таком режиме, думал, что все контролирую, имея на все ситуации логические объяснения. Но это и был мой страх. Страх, который порождал контроль над всем и всех. Боязнь упустить что-то из внимания, ведь вдруг что-то пойдет не по плану. А это и есть колоссальная ошибка. Ментальная настройка на ситуации, в которой что-то пойдет не по плану, и притягивала ко мне всевозможные ситуации, в которых действительно все шло не по плану. Все мои возможные варианты событий оказывались в стороне. Ситуации просто невозможно было предугадать, так как фокус был такой. А вдруг что-то пойдет не так? Вот оно так и было. Можно было создать множество вариантов событий, но то, которое происходило, никогда не было в моем плане. Оно будто другое, не от этого мира. Не было созидательной силы, было только воздействие на мир своими силами. А это и есть воздействие материи на материю. Когда мы пытаемся что-либо поменять в материальном мире, воздействуя на него лишь своим физическим телом и логическим мышлением, чем дальше, тем чаще сталкивался с нечто большим, что не поддавалось никаким законам логики. Все события будто цеплялись друг за друга, пытаясь меня сломить, как мне казалось на тот момент. Но при этом события не были взаимосвязаны между собой. В том, что они проявлялись, при этом множество из них в один день, не было никакой закономерности. Ничего не могло их заставить проявиться в тот момент. Как говорится, все и сразу, как снег на голову.
Это сейчас, конечно, можно объяснить, что здесь сверхъестественного ничего нет, и это была просто вибрационная частота моих мыслей, которая отовсюду стягивала резонансные ситуации. Естественно, я боролся, увлекался этой игрой и не замечал, как с каждым днем ситуаций меньше не становится. Каждый день превращался словно в борьбу, когда приходилось решать десятки однотипных сложных задач, которые постоянно выныривали и выныривали из разных сторон, из разных источников. И так длилось до тех пор, пока я не пропустил один из таких моментов, который просто выпал из внимания. Я не вовлекся в него, не настроился на него, не выделял туда свою энергию, а он сам решился без моего участия. Здесь-то я и задумался. Может, стоит не на все обращать внимание, и некоторые ситуации нужно отпускать на самотек? Поэкспериментировав несколько раз, я увидел в этом закономерность. Во-первых, ситуация может решиться гораздо легче, чем ты планируешь. Просто нужен важный фактор извне, типа веры в то, что все идет как нужно, знания и уверенности в этом. И главное, никогда не допускать негативных мыслей перед решением данного вопроса. Не обдумывать ее негативный исход и не придумывать решение тем ситуациям, которые еще не произошли, а могут и вовсе не произойти. Как только негативная мысль провернулась в голове от начала до конца со всеми своими логическими аспектами, то почти всегда именно так и произойдет. Но если голова чиста, а душа спокойна, то всегда все будет происходить так, как нужно, и проблемы никакой не создастся. Любую негативную ситуацию или информацию нужно принимать с благодарностью перед тем, как ее получить, тем самым разряжая ее негативный заряд, если он там вообще был. Кстати, немного хочу прерваться и дать вам небольшую практическую рекомендацию. Когда вы знаете, что вам должен поступить звонок, прийти СМС или сообщение с негативной информационной составляющей, то прежде чем взглянуть на это сообщение или ответить на звонок, прежде всего отрегулируйте свое внутреннее состояние. Приведите его в гармонию. Прокрутите несколько раз в голове что-то положительное, несколько вариантов с положительным исходом. Поблагодарите эту весть. И когда вы почувствуете на душе благость, умиротворение, спокойствие, вот тогда-то и можете уже отвечать на звонок. Гарантирую вам, вы будете очень удивлены, насколько это сильно работает. Настоящая магия. Ничего не скажешь. Настоящее создание, творение собственной реальности. Этот способ я впервые применил, когда пришло осознание о принципе наблюдателя. Если помните корпускулярно-волновой дуализм, где частицы света изменяют свое направление в зависимости от того, смотрят на них или нет. И я решил проверить. Предположил, что если вдруг, закрывая глаза, вся материя исчезает, остается лишь энергия, то значит качество этой энергии, которая меня окружает, напрямую зависит от моего внутреннего состояния. Сидя с закрытыми глазами в состоянии раздражения, мы будем слышать только те звуки, которые усиливают наше раздражение. В состоянии гармонии и любви мы будем слышать только те звуки, которые усиливают эти чувства. Ну или, по крайней мере, хотя бы мешать не будут этим ощущениям. Если исходить из моих рассуждений, можно было понять, что материя меняется не смотрящим на нее человеком, а состоянием, преобладающим в нем. Таким образом, открывая сообщение, где была высока вероятность столкнуться с негативным для меня посылом, я сталкивался с благодарностью
от покупателей, заказчиков, посредников, партнеров и так далее и тому подобное. Все кардинальным образом менялось. Но это все благодаря тому, что мое состояние было изменено. Соответственно, посыл, который изначально мог нести негативный окрас, он преобразовался в совершенно иную форму, в совершенно другие вибрации. Все благодаря внутренней чистоте. Так, продолжим. Во-вторых, нужно завестись доверием ко Вселенной, научиться ей доверять и отпускать хватку. Как раз примерно в этот период мне и попалась информация по трансерфингу реальности от Вадима Зеланда, которого я еще не читал на тот момент, но уже какие-то отрывки слушал на ютубе, где говорилось, что чем больше мы сопротивляемся и держим мир в узде, тем больше сталкиваемся с негативными событиями для нас. Зеркало мира реагирует так же, как и мы. Мы проявляем силу, и мир тоже проявляет силу по отношению к нам. Это было первое зерно, посеянное в моем сознании. С тех пор я начал внимательно относиться к тому, что я делаю, и анализировать все свои события, мысли и действия, чтобы, не дай бог, в какой-то момент не перегнуть палку или вспомнить, где, возможно, я что-то сделал не так, где более жестко реагировал на какие-то обстоятельства, где нужно было, наоборот, прибавить упорства. Год за годом это зерно взрастало внутри меня, пока не открыло путь, в котором освободилось место для божественной силы Творца. Тогда-то я и осознал, как на самом деле обстоят дела, что это не просто доверие к миру, а знание того, что все творит божественное сознание через меня, таким образом получая опыт для себя посредством меня. Точно так же все, абсолютно, и каждая частица Бога познает себя через материальные формы, то есть через человека. Лишь все осколки зеркала, познав себя как малую частицу целого, смогут воссоединиться вновь с единым целым зеркалом. Это осознание навсегда осталось со мной, благодаря чему чувство страха больше никогда не проявлялось в тех моментах, в которых оно проявлялось ранее. Проще говоря, уныние и страх – это внутренняя пустота человека, в котором отсутствует божественное сознание. Человек становится словно пустым манекеном, когда в нем нет духовности. И совсем другое качество жизни происходит, когда все свои действия и мысли мы ассоциируем сквозь призму Божественного Творца. В таком случае все наполнено смыслом и светом, потому что мы сами им являемся. Чем чаще человек вспоминает о том, что он является частью великого целого, тем больше света он транслирует в мир. Никогда не происходит эмоциональных подавленностей, поскольку подавить первоисточник, от которого все произошло, невозможно. Вы становитесь не просто сильными и устойчивыми в любых ситуациях, вы становитесь создателями своей реальности, новой реальности, в которой просто не бывает места для негативных развитий событий, эмоциональных перепадов, препятствий или прочих дел, когда у вас что-то не получается или получается при очень большом труде. Не впадая в эти эмоции, вы заметите, что все вокруг вас создано только для вашего счастья. Вся Вселенная работает для вас, для ваших положительных чувств, а вместе с ней и мой канал «Высшие вибрации». И лично я, Максим. С благодарностью к вам за просмотр и подписку.
Прошу делиться своим опытом в комментариях. По поводу консультации обращайтесь в Telegram. Всем внутреннего света.